Привет, друзья! Сегодня 14 июля, мы продолжаем наш затяжной длительный проект 170 квадратных метров. Ссылка на плейлист со всеми видеороликами из этого проекта у вас появится вверху. Итак, у нас тут середина рабочего дня, и чем мы тут потихоньку занимаемся. Поехали посмотрим. Прошлый видеоролик мы закончили как раз на этом моменте. Мы сделали потолок, здесь почти 98% штукатурной работы выполнили. И будем ждать здесь высыхания. В этой комнате, где у нас только низ карниза был, да? В этой комнате мы сейчас примерили и выставили вот этот низ в сухую. Я снизу прикрепил правило. Помните, да? Мы здесь обрезали, здесь был больше участок низа, но он загибался вверх. У карниза был низ как бы вот так. Сейчас все стало визуально лучше. Да, стало лучше, стало нормально. То есть мы сейчас сухую прикрутили, посмотрели, прикинули, как оно будет идти. Саша там предварительно выравнивала вот этот участок. Потом мы снимем, прогрунтуем посадочное место, прогрунтуем ту штукатурку новую. И уже на следующий день, сегодня, надеюсь, прогрунтуем. И завтра, наверное, надеюсь, уже нормально вклеим сюда вот этот низ карниза. Оттуда покажите, пожалуйста, попадает ли. Ну, на глаз... Я поближе хочу. Вот. На глаз вроде бы попадаем. То есть я взял просто кусок бэушного маяка, который выдернут из потолка был, сюда вот так. Здесь прижали к существующей падуге, чуть-чуть подогнули, и вроде бы вот, если оттуда смотреть, вроде бы попадаем, да? Приблизительно, да. Ну и вот и есть прототип. То есть считаем, что это прототип нашей падуги. Теперь мы будем его везде... Ну, я размножу, сделаю несколько штук. И потом, после приклеения, после всего, уже можно будет устанавливать вот такие какие-то места. Здесь ориентироваться так, здесь как-то вот так ориентироваться, куда поставить. То уже надо играться, реально сидеть играться. И у нас таким образом получится падуга. То есть навеска, ну как бы взять на 1,5-метровое правило, например, и с таким расчетом размножать, расставлять вот такие штуки получается. И не то снимаешь. Я снимаю вот сюда, а потом туда, и еще понятное туда, дело, и маяки. туда, и туда. Тудыма-сюдыма. Ну, вообще вот так, да, норм. Хорошо. Главное, что они будут плюс-минус одинаковые. И если они где-то не будут вставать у меня в этот профиль, ну вот как почему-то, потому что там разные везде расстояния у нас, разница в 2 сантиметра где-то. Если не будет прям жирно, не будут попадать, то его всегда можно чуть-чуть подогнуть. На самом деле тут разница везде по расстояниям на существующем карнизе более, по-моему, 2 сантиметров. От низа до верха, до потолка. То есть он весь порванный, разорванный и такой весь. Ну вот так. Ну оно и видно, как потолок тут идет. Я держу камеру горизонтально. Там вот видно, какой прогиб. Все загибается везде. Ну и нормально. Думаю, так получится сделать. Ну и в рамках подготовки к этому всему делу я сразу засверлил. Я просто дрелью пользовался, бур. Сразу засверлил именно отверстие под эти самые, под дюбеля где-то они там были, вот эти чуваки. И потом Саша погрунтует, и завтра можно будет смело метки везде я поставил, где должна быть тяга именно, сами детали, где должны будут находиться. И потом можно будет смело сразу саморезики туда и притянуть, приклеить и притянуть. Вот так, и это будет уже нормально. Мы приступили к откуриванию кухня у нас тут. Чего? Короче, я попробовал сейчас соткой. Вот 100-й номер. И вот сколько я сделал. Не знаю, она уже истерлась до бумаги прям. Я раньше 80-кой вот там комнаты шкурил. И ну как-то оно как-то более что ли вгрызается. Я сейчас попробую 80-ка чисто на сравнении, как идет. Здесь соточка. Она уже убитая. Сотка. Ну и сколько я квадратов сделал? Квадратов 6, наверное. Вот, пошкурил, она видно, где не пошкурил, наверное. Ну, тут мигает. Ну, видно, там задирки всякие есть. Тут, ну, нормально, получается нормально. Сейчас поднимусь. Ну, прямо напротив этого мигающего света, не знаю, как будет видно, не видно. Вот нетронутая поверхность, и вот пошкурено. Как бы, ну, обработано, зашлифовано. И вот как оно где-то было. Вот такое вот задирки, правило там и так далее. Сейчас сравню бумагу, поставлю другую и потом скажу, как оно по рукам чувствуется. У сотки меньше съем получается же, да, за счет этого самого, за счет
размера зерна. Она как-то легче водить, по понятным причинам, легче водить по потолку, поскольку зацеп как бы меньше. Ну, понятно, что 80-ка более производительна. Даже, ну, как бы это ощущается. С другой стороны, сотка как бы быстрее стирается. Здесь вообще, ну, как бы незаметно, чтобы и стерлась. Не знаю, не знаю. Ну, какой-то вывод я не могу сделать. Соткой как-то вот проще чуть-чуть. Но 80-ка более производительная. Даже большие крупные наплывы, какие-то наросты, ею можно сгладить проще. Ну, какое-то такое... Мнение такое какое-то. Мы пошкурили все. Уже стало лучше, светлее, чище и более ровно. И дальше Grundier Farb VP. Чуть-чуть увлажняем, чтобы видеть, где что было, где пошкурено. Ну и, в принципе, легче просто наносить. Я уже не раз об этом говорил. Этот материал легче наносить, когда вот чуть-чуть увлажнили. И все полностью, потолок включительно. Подготавливаем дальше под работу шпаклевкой уже. На следующий день готовимся сеточку нарезать, ну, клеить. Нарезаем большие, маленькие нарезали. Пойдем посмотрим. Заготавливаем сеточки. У нас заготовлены маленькие уже. Уже угол Саша сделал, уже и второй делает. Делаем углы. Делает углы. И начнем с падуги, поскольку у нас что-то не хватало на потолок, пришлось сбегать за еще одной. Там Ксения как раз вот нарезает на потолок. Разметка так, как я и делал. Я уже объяснял где-то дальше. Даже не объяснял, кому я что объяснял. Просто рассказывал, как вот мне удобно делать. То есть оттуда мы взяли 10 сантиметров. Я сейчас даже поднимусь, покажу, как там потолок. Там вообще вот так дичь. 10 сантиметров пошли от карниза. Дальше метка, потом по 90 метки. С той стороны в этом... В страшном углу мы пойдем с той стороны клеить, и здесь вот видно линии, это как бы как она закончится, сетка, и здесь кусками доберем. Так, еще хотел показать вот эту случку, то, что еще, то, что мы допридумали, отбивкой отбиваем минус 15 сантиметров от метки, для того, чтобы было видно, где четко, ровно намазывать, как бы, ну, наносить шпаклевку, намазывать еще. Вот тут мешки. С уголочками разнообразными, вот этими, да? Вот они, уголочки наши. Голодские. Саша там пальчиком наклеивает. Пустите, дайте пролезть. Ой, опа. Вот так. Вот так здесь. Ну-ка, может быть, в другую сторону будет лучше видно. Вот, тут гробик такой идет. Сам потолок старый, он уже такой. А вот тут вообще вот так. То есть вот он такой получился. Тут получился, он был такой, это родной старый. И здесь мы подровняли все, вот как прогрунтовано этим самым Grundier Farb VP. Вот как выглядит поверхность, она такая царапается. Сейчас царапну. Даже пальцем. Угу. И вот по гипроку. И здесь. Угу. И начнем падугу заклеим, потом будем клеить на потолок. Ну что, весело, клеить хорошо, падуга такая удобная, можно шпателем раз нанес туда-сюда, никаких полочек нету, я сейчас поднимусь повыше, покажу ее вблизи. Я сам клеил, мне все нанесли, девчули, я руками просто шлеп-шлеп, а вон пальцы видны. Нашлепал сюда, и сзади все поснимали, сняли лишнее, и вот ходят, добирают по чуть-чуть, где-то там, где... Ну, там же ямки, где-то еще что-то, где сетка, как бы, где шпаклевка провалилась в сетку. Сейчас покажу всякое. Полезу. Ну, вот такие места можно добирать какие-то, чуть-чуть мазнуть, чтобы там провальчики есть. Вот видно, там пузырьки. Вот такие вот местечки какие-то, где шпаклевка, она провалилась где-то в ямке, а сетка же, она более держит, как бы, ну, более-менее. Короче, держит, сетка поддерживает. Вот. И вот так поубирали. Вот такая простая получается очень падуга. То есть сюда на выход и сюда тоже вот так на выход. Никаких полочек, которые усложняют работу. И вот такое вот убираем. Вот. Это кусок сетки, кстати, его надо будет подрезать. Я не дошла. Ага, ну вот. И получается уже более-менее гладко и сладко. Да? Да. Так, чего мы заклеили сеточку сюда.
в этот падугу и начинаем уже сюда клеить на потолочек. Ну тут нам помогут, конечно, эти проводочки, проводочки. Нам тут дадут нам жару. Надо будет под каждую прорезать что-то аккуратно, чтобы продеть сеточку, надеть. Вот так. И вот, и наклеили. Везде сетка. Есть у нас и уже сегодня пятница. И в понедельник, я думаю, что мы обойдемся без каких-то грунтований, поскольку она высохнет, это все высохнет за 2 дня выходных. Высохнет же? Высохнет. Мы же подровняли, здесь все-таки не было таких адовых ям, да? Ну и видно, в принципе, вот, что каких-то супер ям там не было. И потом можно будет сразу же уже перешпаклевать полностью падугу. А, кстати, предательская желтизна вот на падуге выступила. Ну ладно, у нас есть средства борьбы с ней. Но нам надо будет перешпаклевать, сделать тяги и сделать потолок, уже полностью зашпаклевать, как мы уже делали. Мы сейчас с Сашей пойдем еще замонтируем вот здесь эту тягу. 2. Смонтируем сюда. И можно будет работать уже с этой падугой. Это последний видимый оставшийся геморрой, жесткий, большой. То есть сделать вот эту падугу. Так-то мы уже как бы потолок жесткий, вот этот серьезный сделали. И вот эта падуга, оставшаяся, это самое, ну такое, работистое, требующее к себе внимания, сил и так далее. Вот это вот все такое. Ага, вот и стоит. Пускай постоит на подкладочках, на провильце этом поддерживающем. И я думаю, до понедельника это будет хорошо, крепко высохнет, и уже можно будет что-то строить, возможно, в понедельник, во вторник. Я варенье тебе дам. Ну ладно. Варенье мне дадут тут. Ха-ха! Давай стеклянной банки дадим варенье тебе. Подготавливаемся к шпаклеванию. Сегодня понедельник у нас, 18, по-моему, июля. Тут надо заделать уголок. Ксению сейчас сюда водрузим. Один уголок надо заделать, чтобы потом можно было делать коридоры. Он не отмазан. Везде уже отмазано все. А вот здесь прям дырень. Такого не надо нам. Ну что, все высохло у нас на кухоньке. Пробила желтизна сразу же. Никакого грунтования я здесь применять не буду, поскольку за выходные здесь никого не было. Это все чистое, сухое и высохло. Можно было бы, но я реально не вижу смысла. Будем чуть-чуть увлажнять. Оно простояло 2 дня. Чуть-чуть будем увлажнять, может быть. Посмотрим, как будет наноситься. И задача сейчас зашпаклевать полностью. Наверное, раза 2 потолок, 2 раза падугу и 1 раз пройтись по изломам карниза. Вот так. На сегодня такой план. Да, Саши с нами сегодня не будет. Саша что-то приболела. Надеюсь, она быстренько там выздоровеет. То это наш форвард, так называемый, Александра. Так, Ксения занимается у нас чем? Она перетирает шаблончики. То есть мы же ими штукатурили, выполняли работу. Теперь она там же подшкурила вот место, да, и натирает на этом самом, да. И так аккуратно делает их, чтобы они соответствовали тому, что надо. То есть, потому что после штукатурки они были довольно убитые. Ну и мы так везде поступали, где мы уже работали с карнизами, шпаклевкой. Везде перенатираем их, как бы сообразно новым реалиям. Вот что. Пойдем посмотрим, чем это нашпаклевываем. Не очень-то быстро нашпаклюется. Ну, как, не знаю, я стараюсь. А когда стараешься, оно не очень-то быстро. А ты стараешься там? Конечно. Старается, вон сколько уже понамазала. А я этой штуковиной делаю, она сколько, 40-45, по-моему, вот это вот. Кое-что. Вот такое. И приходится, да, приходится по чуть-чуть, раз-раз, аккуратно смотреть, потому что как бы мы не равняли правилами, все равно оно, ну вот видно, как оно сохнет. Где-то подсохло уже, а где-то я так подравнивал. И все равно желтизна пробивает. Ну ладно, у нас есть этот грунт, мы с ним сможем бороться. Ну видно прямо, где мокрое. Я надеюсь, дойду до конца полностью. И можно будет, да и Ксения тоже дойдет. И можно будет уже по второму разу пройтись по падуге и по потолку. И Ксения сейчас делает так, как мы уже делали. Она поднимает гибким шпателем, оставляя заусенец. Как бы там, где края, углы шпателя, она оставляет немножко толщина, чтобы была. По-моему, я уже об этом рассказывал где-то. Ну-ка, сейчас поднимусь. Что, говоришь, рассказывал, да, уже? Рассказывал уже. А вот такое оставляет. Где-то не будет мигать нам, или везде будет. Вот такое. Чуть-чуть оставляет такие штучки, как бы чуть накидывает слой, чтобы потом шпателем обычным можно было сделать вот так, добавив толщину. По ним, как по микромаяку такому полумиллиметровому. Иначе, если будет очень гладко, то
этот Knauf Rotband Finish, она будет прям заглаживаться, заглинцовываться сама по себе. А нам это не надо, нам надо сюда сделать слойчик, чтобы хорошо прикрыть сетку. И здесь сетка укрыта, то есть это желтизна пробила, это она просто там виднеется. Она накрыта уже хорошо. Но еще раз шпателем будет хорошо подровнять. А здесь не работали, вот как подшкурено, здесь перемазана грундир фарб ВП, вот так получалось после работы штукатуркой. Вот такой вот. Ну, потом покажу, может быть, в другом месте, если это забуду, как вот после работы с шаблонами, которые еще Ксения натирает, там, притирает. А здесь у нас одинаковые, вот на кухне одинаковые, и в маленьком коридорчике, и вот в том коридорчике у нас полностью одинаковый, тот самый, ну, идентичный карниз везде. Угу. Ну и вторым слоем сразу идем и падаем, подравниваем. Так, я эту мигалку сейчас уберу. Там ничего не видно, но так хотя бы нам что-то будет видно, да? Вот я иду, подглаживаю, приглаживаю еще слой. Тут местами уже подсыхает даже. Ну, видно, сколько подровнялось с тем, как бы этой теркой. Гладилка швейцарская. Это сейчас я 30-м шпателем. По-моему, 30-й у меня, да? Ну, так, такой, да. Им прохожу. И вот Ксении тут этим шаблончиками уже тяги делают. Вот. И сразу же падаю. Сразу после сначала шаблончиками, а потом падаю. Давай поднимемся. Посмотрим. Уголочек делаем тоже. Вот так получилось с этой стороны. Тут надо будет еще вот сзади видно вот эти вот задирочки. Надо будет еще подгладить. А тут норм. Тут уже сделано. Вот так. Желтая. Ну ничего, ничего. Зато выглядит уже прилично, да? Тяги высохнет и будет норм. Или не норм? Запустите меня в угол. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. 19 июля у нас. Вчера мы завершили. Правда, сидели подольше чуть-чуть. Ну, как сидели? Стояли, работали. Но удалось нам полностью пройти. 2 раза падугу, 2 раза потолок. И тяги переделать. Сейчас как переделать? Сделать. Но желтизна пробила. Видно, желтизны много. Я связываю это с тем, у нас же вот соседняя комната. Вот. И здесь никакой желтизны. Ну, вообще ничего. Ну, вообще никак. А тут вот. Не знаю, здесь было покрытие, какая-то адовая краска. Может, из-за нее. И еще здесь же кухня, здесь вода. Стояки там и так далее. Тут водичка. Вот. И, возможно, протечки какие-то. Я не знаю. Но вот исторически вот здесь вот остался еще старый потолок. Здесь, наверное, будет натяжной какой-то, еще что-то. Такое хозпомещение здесь. И вот тоже желтизна, вон видно, прям что там происходило, да? Так что не знаю почему. Может, из-за того, что была эта краска какая-то. Мы же все делаем одинаково везде. Причем вот в этом коридорчике, вот тут тоже заметно. Вот тут санузел. Здесь санузел, здесь тоже вода. Вот туда желтизна заметна. И вот кухня, получается, начало вот коридорчика длинного. Как бы противоположная сторона от прихожей. А давайте поднимемся, посмотрим, что там мы вчера намазали. По-моему, вот этот участок я вчера показывал, да, наверное. Вот так получилось. Вот так перетянули все этими самыми шаблончиками. Сюда вниз чуть отошли. Оно еще не высохло, даже мокрое видно. Ну и получилось, наверное, хорошо. Потом еще пройдем, после того, как мы когда-то это все еще ошкурим. И будем работать уже, я так думаю, Rotband пастой. Еще пригладим, улучшим. И где-то точечно, может быть, какая-то коцка. Может быть, какая-то. Не знаю, какая-то. Можно еще потом поработать немного собственно, с тягами. А так-то они на 95% готовы. Это все только пошкурь, и все. Дефектуй и крась. Ну вот. Вот так вот. Вот так желтенько. Я уже говорил, что у нас есть грунт. У нас есть чуть-чуть. Нам удалось урвать его в начале марта. Хафшпригрунта есть там литров 5-8, по-моему, килограмм. И нам хватит все желтые места, я думаю, перекрыть в этой квартире. Мы начали здесь работу уже в первой правой комнате у нас получается от входа. Первая правая комната с такой красивой крупной розеткой. Начали ошкуривать то, что мы здесь наштукатурили. Наштукатурили мы здесь знатно. Много прошлись по тягам. И здесь штукатурка у нас гипсактив, которая плохо шкурится, тяжело. Запечная жизнь происходит там, как обычно. Самых тонких за печку.
закидываем. И, по-моему, в этом ролике или в каком-то я говорил, что попробовал, у меня 80-й здесь стоит диск, и пробовал соткой. Сотка легче работать, как-то ее лучше как бы присасывать, что ли. Ну, как бы по ощущению рукам легче, но износ материала получается больше. То есть материал сам круг быстрее как бы приходит в негодность, протирается очень быстро. А 80-ка чуть как бы тяжелее, ну, он дерет же 80, но зато дольше как бы служит сам диск. Вот. Ну вот здесь я прошел, чтобы Ксения могла работать, а вот здесь я не трогал ничего. Вот так все выглядит, все в этих катушках. Вот сейчас уберу, поработаю и будем стараться, стремиться сегодня ошкурить. Может быть, это и получится. Вот разница. Здесь обработано, здесь не обработано. То есть оно было везде вот так же. Вот, получается. Ну, я к тому, что руками так было бы мне, наверное, сложнее делать, чем машиной. По расходу получается один диск, наверное, на одну комнату нормально будет. Вот так. И было здесь вот так. Как-то так было. Катышки. Вот это вот задирки всякие. И вот так получается. Вот снизу. Вот так. Полкомнаты я прошел. Я выключил эти мигалки. И хотел показать, как оно где-то на сравнении. Половину мы почти сделали до обеда. Ну, нормально. Ну, опять же, я потратил время на то, чтобы тут перемещаться, прыгать и работать этой машиной. Плюс еще от розетки. Везде подходил, это самое, подшкуривался. Мы там прям близко-близко к ней подходили, вот к розетке. А пойдем посмотрим сейчас, разберемся сюда. Так, вот это готовое, вот так вот выглядит готовая штукатуркой, прошкуренная, вот так. То есть это уже можно было бы побелить смело. То есть если под побелку, этого было бы с головой уже достаточно, разве что где-то там, а вот здесь, например, что-то там мазнуть чуть-чуть, как капельку, и все, это можно было побелить. Но мы же пойдем дальше, мы будем красить, и нам надо будет еще шпаклевать, да? Вот здесь Ксения делала, и вот разница такая. Вот, здесь не пошкурено, вот, и пошкурено. Туда посмотрим. Вот так пошкурено, и вот так не пошкурено. Вот. Пользуемся, мы в работе пользуемся разными вот этими правилечками, которые я уже показывал многократно, да, вот такие, которые сделали. Можно так вот сделать, так шкурить. Вот такие есть у нас штучки еще. Прямоугольные, тоже удобно везде, чтобы наша цель сейчас это задать направление. Наша цель не сделать идеально гладко там или что-то, а просто задать направление вот эти. Как бы, чтобы было потом шпаклевкой легче работать. И здесь я хочу, наверное, я вставлю ролик, который я недавно увидел. Александр, который строительные материалы и технологии, центр Семин. Это Сестрорецкая 7, Петербург. У него там ролик, у них в продаже вышла какая-то типа репейник самоклеющийся, на который есть специальная наждачная бумага с этим, как эти, ворсинки, ну как липучка, в общем, что можно делать всякие такие штуки. И вот этот приклеивать репейник, и на него уже приклеивать прям наждачку. Кстати, ролик интересный, если кто вдруг не видел, там есть хорошие, прикольные решения, там как за трубой можно работать, например, и так далее. То есть довольно информативно, но мы не пользуемся, мы руками делаем. Там как-то так привычно, наверное. Я пока смысла какого-то не вижу особого нам что-то такое делать, поскольку у нас все карнизы, они разные, у нас разные комнаты, и все почти разное. И под каждый искать трубочку или какой-то размер определенный, ну, не вижу смысла. Если на большом объеме было бы там метров 300, 400, 500 карниза, тогда да, есть смысл сделать там такое добротное что-то. Так что посмотрите, кому-то, может быть, это будет полезно, информативно. Ну, а мы двигаемся вот так, полкомнаты фактически сделали. Самое сложное здесь за печкой, конечно, было тусоваться. Ксения, вот она тут в таком промежутке пролезает, тут 50 сантиметров, наверное. Вот. Ну, как-то сделали. Ладно, продолжим. Не успели, нет, не успели мы. Вот до угла сюда дошли, вот осталось чуть-чуть. Вот была бы Саша, Саша что-то приболела у нас.
не здоровится. И вот чуть-чуть, вот угол остался. Был, как раз вот нас было бы 4, мы бы еще и загрунтовали, наверное. Ну, классно получается. Я уже говорил где-то в роликах, и сейчас скажу, я реально горжусь тем, как вот это происходит, что оно происходит классно, красиво, ровненько. Мы где-то были переломчики, такие прям переломы, мы чуть-чуть подсточили, чтобы сообщить какую-то плавность и так далее. Но тяжело, это все-таки вот таких 2, наверное, из тяжелых работ, именно физически тяжелых для всех, это штукатурка, это ошкуривание вот таких вот пластов штукатурки, и это покраска. Покраска вообще изматывающая вручную. Но вот такое ошкуривание, особенно здесь гипсактив, Волма гипсактив, вот такая вот, она, ну, не хочет она шкуриться хорошо, особенно когда плотно там. И мы тут, Ксения, одна из Ксении, она слушает подкасты, какие-то что-то по русскому языку, что-то такое, что слову «выстраданный», «выстрадать» нет аналогов как бы в других языках, есть только в русском языке, «выстрадать». Вот. Мы с честью, да, выстрадываем, или, в общем, вот. Не очень-то это легко, это реально физически, прям вот к вечеру уже начинаешь, понимаешь, уже начинаешь не туда шкурить, не туда наступать и так далее. Вот такая работенка, именно вот из-за того, что сложно очень в падуге, где большие доборы, где были переломы, где много чего выпало, и по-любому там, когда вот оштукатуривали, там по-любому оно неровное, вот есть там 3-5 миллиметров, бугор какой-то, и вот он не хочет он сам легко сходить, да. Ну чего, следующий день, 20 у нас июля, и мы дошкурили. Ну да, такой карниз, ну я не знаю, камера как вам передает его, я показывал вблизи его, он в развороте, если его развернуть, он, наверное, будет больше метра. То есть, ну реально, это сложный такой карниз, и притом мы его тут хорошенько перемазали, потому что он был такой подкоцанный. Ну, получилось так вот. И мы думали, как логистику туда-сюда, и пошли все-таки, не стали сейчас грунтовать, обеспылили все, но пошли в коридоры, чтобы уже побольше получить площади под обработку, и будем сейчас коридоры ошкуривать. Тут тоже дичь. Привет, привет. Тут дичь. Тут тоже намазано, будь здоров. Да, я тут вручную не буду, тут машины это колбасится, вручную пошкурим так. Это самый потолочек. Но намазано тут жирно. Тут тоже он битый, весь перебитый этот. А он видно какой, он покоцанный прям. Очень сильно покоцанный коридор. Вот. Тут тоже малыш тоже у нас, коридор малыш. Есть все углы заделали мы заранее, когда-то не помню. Тут заделали, все углы заделаны у нас. И вот самое время его пошкурить. Маленький. Ну как он маленький? Так, наверное, 1,5 на 1,20 м, наверное, такой коридорчик. 21 сегодня июля. Вот, сегодня там Саша там присоединилась. Вчера мы не закончили коридор, половинку где-то сделали, маленький сделали. И я с этой, все-таки я думал, вручную, нет, вручную не получается. Все-таки этой шлифмашиной намного эффективнее это делать. Может быть, сложнее, разово труднее, но реально вот руками так не сделаешь, как ею. Ею это делать прям эффективно, и она прям жрет, сгрызает, равняет, классно. Здесь потолок сделан в прихожей. Мы сейчас будем вдвоем с Сеней прихожую делать, а девочки там будут делать коридорчик. Пойдем к ним. Вчера здесь тоже сделан маленький коридорчик, ошкурено все. И вот кусочек вот этот сделан. Вот, и потолочек тут сделали. Вот осталось полкоридора нам. Ну тут да, тут дико прям. Вот так. Тут было очень все плохо с этим коридором. И вот ошкурили, и уже так более-менее норм. Ой, мигает. Оборот. О, вот так. Ну, уже прилично. Он был прям разорван тут. Тут все было раз такое. Кто смотрит, тот видел, каким был этот коридор. То есть там все покоцанное, ужасное было. Ну, вот так вот. Вот такая вот она намазанная, перемазанная. Тут что-то пошкурено, что-то не пошкурено. Ну, в общем, такой сложный этот коридор. Вот этой катышки везде штукатурные. Половину сделали прихожей, пошкурили. Ну вот так теперь. Ну да, вот смело можно побелить, это все дело было бы норм. Вот так. И вот здесь не сделан еще кусок, у нас половинка. Сейчас поднимемся, посмотрим разницу. Вот там сделано с той стороны.
А вот тут не сделано. Вот такие сопли всякие разнообразные. И мы еще подравнивать будем. Тут видно, наверное, надеюсь. Вот так я руку уберу в сторону. Тут вот так вот все. Тут надо будет что-то где-то чуть-чуть подровнять. Немножечко так, слегонца. Чтобы это было хотя бы плавно. Вот. Ну и с этой стороны тоже хорошо видно. Вот. Подготовлено уже, прошкурено все. И вот так вот было там. После штукатурных работ только. Сколько остается штукатурка, то есть ее заглаживать бессмысленно, все равно шкурить. Вот так стало. И вот так где-то все это было. Вот такое. Так, закончили мы ошкуривание коридорчиков. Вот маленький коридорчик, и подлиннее коридорчик, и прихожая. И мы приступили к обработке этим Grunier Farb VP. Здесь уже обработали. Сохнет, будет сохнуть до завтра теперь. Нанесли этот грунт. Ну, как бы, да, желтизну он как бы сам по себе немножко это же убирает. Но это не его функция, я уже говорил. И немного увлажняем, чтобы легче было наносить, чтобы видеть, особенно на карнизах, чтобы видеть те места, где мы... А, вот Саша как раз прошла, вот видно сразу, как все виднеется. Здесь пошкурено, не видно, а вот чуть-чуть увлажнил, и сразу вот гипсовая штукатурка, сразу проявляется то место, где вот обязательно надо мазнуть. Мы не проходим стопроцентно те места, которые... У нас есть места, где не тронутые они, то есть где не было штукатурки, их не обязательно еще раз проходить этим грунтом. Но у меня тут брызгаются. Пожалуйста, не брызгайтесь. Работка эта быстрая получается. За счет чего? За счет того, что когда мы первый раз еще в самом начале, до штукатурных работ, когда наносили, у нас были везде изломы, трещины, торчала дранка везде. И вот это было медленно. А сейчас оно по гладенькому вообще вполне хорошо, бодренько получается нанести этот слой. Точечно причем. Ну как точечно? У нас тут большие разрушения были, и плюс мы потолки мы 100% проходим, поскольку везде же была штукатурка, везде мы подправляли этим правилом, вот, правилом подправляли. Вот. Правилом. То, чем плавят. Ну, правят. Плавят. Ну, и здесь тоже. Первая правая у нас комната от входа. И вот, и мы ее завершаем. Вот так. Чуть-чуть осталось еще паду, и вот видно. Теперь это будет прогрунтовано. Розетку мы не трогаем, пока не доходим до нее. Розетка — это отдельная тема, и она будет после шпаклевания отдельно делаться. Отдельно надо будет расшить трещины на ней, подмазать и так далее. Наверное. До шпаклевания. До... Нет, после. Ладно, как получится. Я думаю, после. А она думает до. Ну и ладно. 2 июля у нас мы начали сюда клеить сетку. Первая правая комната. У нас все подготовлено для этого. И у нас тут получается, как бы, удобнее всего делать. Это отсюда метровую, и здесь, как бы, сочинить еще метровыми, и получится нормально. И те уголки, которые мы вот обрезали от сетки, все приготовлено, эти уголки как раз вот здесь и перекроют. Мы полностью по периметру обойдем этот небольшой потолочек. Я бы не очень-то хотел сюда клеить, но собственник сказал: не, давайте, все потолки должны быть проклеены сеточкой. Окей, хорошо. Ну, мне кажется, это очень малое расстояние, но, опять же, он хочет так, окей. Так вот, здесь как раз у нас уголочки были, у нас же перехлёст был, и уголочками перезахлестнули там, обойдя ее по кругу, розеточку. Быстро. Маленький потолок, он очень маленький, довольно быстро это идет, дельце. Вот так подравнивается все, оно чуть-чуть больше, с каждым разом все становится более гладким. Вот так. И сладким? Да. Сладким. Маленький. Да. Наверх мы наклеили, и теперь начинаем сразу же падугу. Начинаем с уголков. Наши маленькие, малюсенькие уголочки. Вот они тут, уголочки такие. Вот. И в уголочки, хоп. А потом дальше уже прирезанные у нас есть сеточки готовые. Вот на угол, там же надо привязать их. Вот они у нас есть. А тебе там как? Хорошо тебе там? Мне отлично. Ей там отлично. Замечательно. Замечательно. Очень хорошо, совсем хорошо. Да? Да.
Вот сеточка и клеится. У нас помаленьку клеится сеточка. Вот. За печкой уже запеченные движухи. Были? Были. Все такая вся в шпаклевке. Вот прирезанные у нас все сеточки сразу. На все углы все подготовлено. Пакетики с маленькими уголочками. И так получается эффективно. То есть все приготовлено, просто мажешь, клеишь, мажешь, клеишь. А, и мы еще прошлись и промерили везде. Мы, я не ходил там, они там ходили, что-то промерили везде, обозначили, куда тянуть, как бы край каждой обычной вот такой вот сеточки. То есть лепим, как эти самые, как пряники тульские, короче. Быстренько, шлеп, 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 и вот она там. Контенты. У нас тут окно, занимаются окном сегодня, и сохнет у нас довольно быстро. Хотя я с той стороны как бы перекрыл все окна, ну, к противоположной стороны квартиры, все равно, видимо, сквознячок, да и тепло. Сегодня тепло, сегодня реально жарко, сегодня 30-ник. 30 градусов, сохнет моментально. Ой, не знаю, оставить, не оставить. Можно будет, наверное, зашпаклевать, а может и оставить. И потом 2 раза перешпаклевать. Надо будет подумать, как сделать. Ну, мы заканчиваем клеить сетку. Вот. Не, я подумал, не надо клеить, короче, ничего. Ну, не клеить, а шпаклевать еще раз. Закончим, потому что все-таки жарко и... Ну и на мешке, собственно, и написано, что ждите высыхания, если слишком жарко. Но и оно уже слишком высохло. Вот если бы вот на такое мазать, где вот чуть-чуть привстало, и она уже тверденькая, было бы норм шпаклевать дальше. Но вот там уже, где завялено, прям ну, вот вяло уже. Ну реально, очень вялое. То есть это, вот здесь уже сухое в этой области. Рядом с окном получается. И что? И ждем высыхания. Значит, в следующий раз, когда-нибудь потом, когда высохнет. Вот так. А так хорошо, конечно. Ну, вот здесь начинали, видно, как подравнивается это все дело. Вот эти темные пятна. Вот так вот, слой за слоем подравниваем и подравниваем. Более гладко, более плавно. Вот что-то такое. Все? Пойдем обедать. И перебрались мы в прихожую. И сейчас быстренько. Здесь никаких разметок не делаем, ничего не делаем. Ой, там шумят. Короче, там мы никаких разметок не делаем. Взяли это самое. Ну, тут же мало места. И поэтому мы сразу будем наносить, нас 4. Двое наносят, двое клеят и вперед-вперед. Тут ничего не надо размечать особо. Просто отметки поставил. Первое 100, потом по 90. Но вот отметку на вот эту отвисающую, на то, чтобы подклеивать потом. Что? Прям под мышку, да? Прям под мышку. Ай, фу. Шпаклевка. В общем... Сейчас это очень быстро, надеюсь, произойдет, то есть ничего не будет успевать сохнуть. Особенно по Grundierfarb ВП, по грунтованному вот так. Что ты идешь? Все шпаклевка, вы чайки, вы все уделали. Хочу показать, как оно получается на падуге. Вот с этой мигалкой, но с этой лампочкой ничего не видно, если... Я сейчас попробую как-то подержу аккуратно. Так, ну я надеюсь, так будет что-то понятно, видно, заметно, да, какие вот, там где прошкуренная, там где просела чуть штукатурка, да, и видны такие вот коцки всякие, вот коцки на карнизе всякие видны, и вот так получается с сеткой. О. Потолок, собственно, тоже, вот сеточка приклеена, утоплена туда, вот так выравнивается, становится намного лучше, чем было, да. И вот, для примера, потолок гладенький. И вот так. Вот там тоже же были трещины, тоже были всякие бяки после штукатурки. Ну, теперь вот так. Подглаживается все, становится более гладким. Суббота у нас 23 июля. И вчера мы сделали здесь, поклеили сетку. Думали пойти дальше, да, в коридорчике. Но у нас сегодня окончиков нет, никого нет. И был смысл делать именно вот это вот помещение, которое мы... Вчера тоже сделали, поклеили сетку, потому что здесь высохло, здесь солнечная сторона, здесь тепло, тут хотя бы, казалось бы, внутренний двор, но здесь солнце прям греет очень сильно, здесь все высохло, ну прям нормально, все полностью сухое. И мы решили сделать все-таки, попробовать до конца доделать здесь шпаклевочную вот эту работу, выравнивающую, и пошли по падуге, пошли, и будем заниматься потолком, падуга, потолок, и потом шаблонами еще по тягам. Вот. Сейчас работаем гибкими шпателями. Вот так вот накидываем
Вот там видно, надеюсь, накидываем массу основную, и от гибких шпателей остаются такие чуть-чуть, как бы по краям, чуть-чуть остаточек такой остается, такие, не бороздка, а наоборот такой бугорочек. И он нам важен и нужен, потому что это маячок, микромаячок. И сейчас пока дойдем, может потолок потом, здесь подсохнет падуга, чуть-чуть подвстанет, даже не подсохнет, а подвстанет. Вот это нынешнее намазано. И можно будет сразу же еще раз пройтись и перешпаклевать еще раз обычными шпателями, там, 25-ми, 20-ми, вот так еще раз накинуть. Еще больше подровнять, еще больше как бы спрятать сетку, не то чтобы спрятать, а и накрыть ее как бы дополнительным слоем, чтобы она там плотненько сидела. Вот такой денек. У нас сегодня трое, у нас еще одна Ксения, она заядлая дачница, вот что. Так что она на даче. Мы сегодня говорили об этом, что мы не хотела с нами отдыхать, будет на даче работать, да? Да. Так, зашпаклевали мы потолок и пошли по падуге по второму кругу. Она как раз привялилась немного. Что-то не быстро пошел потолок, а оно видно почему, да? Видны вот эти вот пятна. Мы делали большими именно, там 40-45 шпателями, для того, чтобы еще лучше подровнять. Ну и набрали так прилично, вот видно такой набор, вот на потолке, да, произошел. Вот так нормально, еще подровняли, еще лучше стало, еще более гладко. Вот, и теперь по падуге пойдем, как раз пока падугу дойдем, можно будет пойти и еще раз потолок уже чем-то поменьше, типа 30-м шпателем пригладить это все дело, как бы, чтобы это уже выглядело финишно как-то. Я думал, что сегодня, что мы даже еще начнем, может, тяги поделаем. Не получится у нас тяги, все, вечер уже. Это самое, второй раз идем в потолок. Сейчас выключу свет, покажу, какая разница, что получилось там в итоге. Сейчас. Оно вам не очень-то удобно, да? Сейчас ничего не видно, наверное. Но я чуть-чуть. Так, где-то я здесь делаю рядом. Ага, ну вот я делал. Так, падуги вот так у нас получились. Все гладко, гладенько и сладенько. Только чуть-чуть шкурнуть потом падугу. И это самое. Можно будет еще финишным шпаклянуть. И вот здесь я уже накрыл, подгладил все. И вот здесь, где не делал. Вот так. Мы оставляли, ну-ка я уберу руку, может видно будет, не видно. Бороздки всякие оставались, потому что это были ямки. Мы делали большими шпателями. И вот такие всякие места. Надеюсь, камера видит такие затяжечки, то это. Вот. И мы проходим, как бы заглаживаем все это как бы финишным слоем, небольшими шпателями. Какие? Там 25-30. Да, 25. У тебя 25, у тебя 30. Ну вот, просто приглаживаем все. Но делаем это со светом. Свет, хороший свет – это залог успеха. Или не знаю чего, или хотя бы гладкой какой-то поверхности. Пойду включу девчулям свет, и надо заканчивать и бежать домой. Суббота, однако. Домой бежать. Да, домой, со всех ног. 25 сегодня июля, и мы все в сборе, и мы работаем маленькими шаблончиками по тягам, по плоскостям между тягами и так далее. Вот сейчас вот такое не готовое, вот как бы, не знаю, сейчас я выключу, чуть-чуть вам уберу электричество. Так, для работы это нам не подходит, вот такое отсутствие света. Что-что? Ты не прав сейчас. Да, конечно, не прав. Для работы нам такое абсолютно не подходит. Мы делаем под косым светом, жестким, чтобы было все видно, четко-четко. Но чтобы мне снять и показать что-то, мне надо выключать, естественно. Так, полезу к ним. У нас плавают здесь шаблончики. Мы их сразу вот после употребления взял и сразу помыл его в водичке. Потом, кому понадобился шаблончик, он взял чистенький и работает. Вот не знаю, что нам покажет эта камера. Вот так Ксения намазывает здесь. А я потом прохожу отдельными. У нас же отдельные. Сюда отдельный, вот сюда отдельный. Сюда отдельный, сюда отдельный и сюда отдельный. Каждый по отдельности. Так, давайте смотреть, куда бы нам посмотреть. Вот здесь пройдено. Здесь сделано. Вот так. Вот так выглядит сделанное. Вот так и вот так. Здесь у нас мы в субботу, сегодня понедельник, в субботу мы здесь 2 раза прошпаклевали, да, и вот здесь потолочек тоже 2 раза. Ну, кайф вообще. Гладко и сладко. Падуга тоже радует. И вот здесь, о, как я влез сюда рукой. И вот здесь не сделано. Видны вот эти вот всякие штуки.
Вот так, может быть, будет видно. Видны задирки всякие. Саша здесь угол перешпаклевала. Вот видно добор, который здесь произошел. Сколько добрала она в этом углу. В это не часть потолка, как бы мы отдельно ее все сделали. Вот тяга, вот эта тяга, она, а ну-ка я вот так встану. О, вот тут есть, вот такие вот места. После штукатурки просела штукатурка. Вот эта тяга не готовая. Видно, какая она коцаная. Вот такая. И вот, собственно, низ. Ну, он таким же был. И вот низ пройденный. Тоже видны наборы, доборы, сколько где добавилось. И потом мы это будем, естественно, ошкуривать. Вот здесь хорошо видны наборы, сколько набралось. То есть, вот это все мокренькое, это сколько у нас набралось. Как бы, сколько подровнялось, столько мы выровняли плоскости. Вот так. Ксения бежит вперед, а я за ней потом с шаблоном. Прыг-прыг-прыг. Еще Ксения занимается как раз низом. Мы тут бегаем вереницей туда-сюда, туда-сюда. А Саша делает углы. Углов очень много. Вот Саша здесь уголочки наяет. Углов у нас много. Там углы, вот внизу углы. Одни углы. В общем, эта комната из углов и состоит. Вот. Потому что в угол уже шаблоном не пролезешь. Он вот такой широкий. Вот Ксения мне намазала, хотел показать. Ну, собственно, все так одинаково делается. Я чуть-чуть на шаблончик, вот шаблон, вот его как бы абрис. Видно? Видно. Угу. Чуть-чуть набираю еще, вот так. Чтобы было что растаскивать, чтобы было чем работать материалом. Не в сухую. Так, когда я переступлю куда-то, мне тут неудобно, высокий козлик. И вот я отсюда. А ты вдоль встань как-то, чтобы было понятно, что меняется. При этом. Ну, давай. Давай. Раз. И еще разок. Оп. И вот я вижу здесь коцки. Я эти коцки взял и пальчиком. Эть. И еще. Эть. Вот так. И теперь еще по шаблону. Сюда вот по шаблону еще раз распределил аккуратно, чтобы у меня везде было чем протягивать. Как бы работаю я только вот этой частью, той или той. То есть не центром, не полностью шаблоном, а как бы кончиком. Вот такой областью. И вот так. И вот. Это готово. Это прекрасно. Это замечательно и великолепно. Мы делаем эту часть, потом делаем также вот эту. И вот это вот шлепочек, вот это вот соплика, потом Ксения проходит отдельно, промазывает и отдельно кусочком маленьким сюда притираем, чтобы разгладить. Вот так это делается. Не быстро это, не легко. Надо очень внимательно следить, руководить. Он сам не делает шаблон, надо, короче, приладиться к нему, но зато получается эффектно и эффективно. Вот мы до обеда как раз половину и сделали. Комнаты. Вот так выглядит теперь. Вон видно, что тут происходило на этом углу, да, какие неровности, и вот сколько удалось выровнять. Ну и в целом оно понятно. Сейчас самое хорошее время читать, смотреть на то, что какая работа была проделана. Здесь уже подсохло по верхам, мы там только начинали. Вот. И здесь вот так. Ну, оно потом будет сливаться, когда высохнет, оно сольется уже со светлым потолком. Ну и будет классно. Будет так же, как у нас в большой комнате. Пойдем посмотрим, кстати, как у нас там. Кстати, пока не убежал туда, этот карниз, вот я прошу обратить внимание на это, ну, кто внимательно пытается смотреть, вот на его сложность, на его профиля, как бы как он устроен. Вот он сложнее, чем в большой комнате, по ощущению. Мы там быстрее даже продвигались. Приятного аппетита вам тут. Спасибо. Спасибо. У нас обед, между прочим. И вот этот. Вот он. В большой комнате. Вот такой. Да, там сложнее. Здесь проще, здесь снизу меньше намного. Тут одна как бы полочка, там что-то. Валик, полвала. И все. Там сложнее. Ну и будет вот так, как здесь, собственно. А, я еще пересматривал, что-то монтировал видео какое-то. Я вот нигде не показал, как получились вот эти участки, где мы их добирали. Вот. Вот этот товарищ. Вот он. Его здесь не было. Вот он. Так, вот здесь не было порезок. Оно видно, где беленькие цветочки. Теперь они там есть. Так, и с этой стороны вот этот участок, вот этот кусок видно от желтенького вот отсюда и вот до сюда, прям до заворотика листочка.
Вот, я надеюсь, так будет видно. Вот, здесь отсутствия были у нас. Вон видно светлые. Вот, и вот здесь еще участок. Вот здесь по низу, вот старенький. Саша помыла его этим белизной, но все равно желтизна прошла. Чуть-чуть. Но надо еще раз будет. Вот здесь участок, здесь добавляли вверх, добавляли 3, по-моему, вот кусочка. И вот здесь вот эта завитушка, вот этот блок, участок, его здесь не было тоже. Вот так это все сведено, ну, как оно должно быть сделано. То есть оно сделано так, как должно быть сделано. Все читается, все правильно, все направления, все подмазано так, как должно быть. Ну, вот опять вернемся, самый большой вот этот участок, самый большой. Здесь прошпаклевано от потолка туда на него. Все, собственно, здесь комната вот в таком состоянии ожидания уже финиша. Когда начнут, может, работать со стенами, самые силовые работы выполнить, сорвут обои, вывалят где-то штукатурку, подштукатурят, пошлепают, и можно будет, наверное, уже финиш, вот, завершать эту работу. Через следующий день, 26-е, все здесь у нас подсохло уже в этой комнате. То, что мы вчера намазывали, ну вот все беленькое, светленькое, классно. И будем сегодня работать и в прихожей, получается, и в коридоре, вон там копошатся все, вот их там много. Уже клеим сеточку здесь, в коридорчике. Здесь заклеили уже с утра, и вот здесь все тут копошатся. Привет! Привет! У нас весело и задорно. Весело и задорно. Клеим сетку и туда, и вот туда, и везде. А покажи, какой сейчас у нас карниз. Какой сейчас убитый. у нас карниз? Да, покажи, какой вот. Нормально. Вот здесь прям, Вот держи это крепко вот. ручку. Вот такой он сейчас, а будет гладенький. Такой он там покоцанный, ну и будет гладенький. Собственно, как и везде. Вот уже будет вот такой же, как здесь. Здесь же тоже старый был. И все будет с ним хорошо. Ну что, сеточку здесь наклеили, видно, уже нормально подсыхает. Пока здесь подсыхает, оно тут хорошо, потому что тут вентиляция есть. Ой, чуть не упал там. Тут вентиляция есть, и вот видно прям нормально подсушивается чуть-чуть то, что надо. Пока там все подсыхает, есть желание сегодня прям еще 2 раза здесь пройти. 2 раза. И пошли мы в эту самую прихожую. Вот. И шпаклюем все подряд. Гибкими шпателями падуги, чтобы 2 раза пройти. И 2 раза надо пройти потолок. Большими шпателями. 40 в руках, наверное, да? 40-очкой. Так мы шли правилом. И теперь с 40-м шпателем, перпендикулярно тому, когда мы правилом делали штукатуркой, там машинку включили. Ладно. Никаких грунтований здесь не производили, потому что здесь не было пыли, здесь все сухо, все классно. Чтобы уменьшить впитывающую способность, например, мы увлажняем водой. Если бы использовать какой-то там чистый ГГП, чистый грунт глубокого проникновения, он даст пленку. А 1 к 1 с водой он не сделает ничего. Ну, он ничего не сделает. Он чуть-чуть уменьшит влагопоглощение, если разбавлять. То есть смысла я не вижу. Пыли здесь не было, поверхность сухая и чистая. То есть, как оно и рекомендуется, чуть-чуть предварительно, чуть-чуть увлажняем, чтобы поменьше вытаскивало влагу. И шпаклевочкой делаем такой, чуть как бы не густой, но и не жидкой, но не густой. Чтобы это работало. В принципе, оно работает. Угу. А вот прихожую пошпаклевали, и вот чуть-чуть пока пообедали, вот такое видно подсыхает. И видно, работали шпателем вот в этом направлении. И вот как то, что я говорил, что штукатурку наносили, правилом же разравнивали вот в таком направлении. И вот теперь шпателем как раз вот получилось выравнивание. Хотя я тут шлифовал, машиной шлифовал, но все равно как бы какие-то вот эти прыжки этого самого правила все равно как-то где-то оставались. Вот. И теперь это вот так. Сейчас мы пойдем с той стороны еще раз шпаклевать коридоры. И надо будет, получается, нам 2 раза бы еще коридор прошпаклевать. Тоже падуги, вот это все. И здесь 1 раз еще пройтись, пригладить падуги и, собственно, потолок. Там. Ага, ну вот, и мы тут дошпаклевываем еще раз прихожую. Это получается мы 2 раза. 1 раз прошли большими вот так. И теперь обычными 25-ми приглаживаем, заглаживаем все. Падугу здесь получается до 2 раза. Тоже падугу проходим уже обычными 25-ми. 20-ми? Нет, 25-ми. 25-ми, да. Ну вот. Вот и хорошо. И нам осталось еще в том маленьком коридоре
еще раз сделать вот то же самое. То есть мы там наклеили сетку, мы там большими шпателями прошлись, гибкими по падуге, и надо еще вот так же пригладить все это дело, чуть накинуть слой на падугу, и тогда будет норм. Пойдем посмотрим, как там сейчас. Вот, здесь сетка плюс слой выравнивающий. Ну вот так, вот так. И сейчас как раз можно будет, скорее всего, да, чуть-чуть еще пригладить, пройтись и пригладить. Вот. Тут стояла лампа, вот эта вот, и она подогрела тут. А так-то, в принципе, вот влажненько все. Вот такие доборы видно. Вот такие большие. Ну вот. Еще один коридорчик. Что? Ну, устал. Прозевание говорят, мозг это самое. На самом деле мы решили нет. Оставим мы коридор на завтра. Сейчас 8, начало 9, и пора нам валить отсюда. Пойдем, мы зеваем, и лучше зевать дома. Дышать свежим воздухом. Да, ну тут душняк, что это купол. Все время это вот этот купол, и там не продохнуть. То есть там сидишь в этом всем, и вот. Не, на завтра оставим. Кукол. Ой-ой-ой, пойдем. И так уже хорошо, завтра нам будет что поделать тут. Нам всегда есть что поделать. Всегда есть что поделать. Я уже, да, уже. Мы уже такие. Хотя форточки открыты, там все вроде норм, но нет. И влажность, это же водичка, мы туда шпаклевочку напихиваем. А оно вот так. Будут жабры. Ну да. Ладно, пойдем. Я все замачиваю. Да. Домой. Не пошли бы никуда домой, короче. Была шпаклевка у нас. Нет. Мы таки решили доделать, чтобы на завтра поменьше оставалось, чтобы это было сделано. И вот мы этот коридорчик тоже сделали. Вот так. Ну, оставалась шпаклевка. Чего жалко выбрасывать там? Вот шпаклевки. Не, давай быстренько, давай. И вот. Короче, сделали. Все теперь у нас хорошо. А вот теперь домой. Да? Точно домой. Точно домой. Ну и классно, на самом деле. Мы себе подготовили вход под тяги. Завтра, надеюсь, высохнет все до завтра. И можно будет заниматься именно конкретно чисто тягами и, возможно, вот этой розеткой. Вот. Она в этой комнате, она единственное не готовое место. 27 июля у нас. Сегодня следующий день. У нас все высохло. И теперь это приобрело вот такой приятный какой-то вид уже. Сплоченный, сглаженный, я бы сказал. Ну что, так по плану действуем. Сашу запустим. Мы с Ксенией будем делать шаблончиками. Сашу запустим на углы, делать сразу же углы, чтобы, ну, шаблончиком в угол не пролезть. И еще Ксению сюда на розетку водрузим. Ее надо подмазать, надо вот это вот, где я кабель проводил сюда, где половина, собственно, розетки. Проходит вот эта щель, что это? Специальная, короче, штучка, бороздка. Там, где кабель внутри проходит, надо все замазать. Тут трещин много на ней. Все-таки она сделана, вот этот центральный кругаль разделен на две части, я где-то уже показывал. А вот эти вот цветочки, по-моему, вставки идут. Вот как бы вот это идут отдельные блоки. Ну, то есть надо подмазывать, надо работать здесь, подготовить, чтобы можно было пришпаклевать потолок когда-нибудь сюда еще, к розетке. Она уделала весь пол. У нее сваливается кое-что. Короче, нет, ничего тут, ребята, легкого не оказалось. Расшивать надо много, да? Трещины. Трещины именно вот это, как бы сам центр, он мощный, крепкий, а вот дальше там, а вон видно, я думаю, трещины. Или не видно с этим светом. А ну-ка. Вот так, наверное, видно, да. Ксения расшивает помаленьку. Сашу мы ей не отдаем. Саша нам тут делает кое-что. Я хотел показать разницу. Ну-ка. Дверь валит. Ну, не, прямо на входной двери. В входной двери прям. Пойдем посмотрим, что получается. Так. Забрался сюда. Не, естественно, мы работаем со светом этим, потому что ну, оно будет не видно. Вот как было у нас на той стороне, где мы уже сделали. Сейчас пойдем туда посмотрим. Вот как получилось у нас, как потолок получился, вот такой гладкий. Ну, здесь где-то там царапка, где-то вот видно чуть-чуть. Падуга вот такая, гладенькая, сладенькая, кайфовенькая. Сеточку не видно, все хорошо у нас. Ну и вот такое где-то было. Я думаю, видно коцки всякие. Чуть-чуть где-то штукатурочка вот. Угу. Ну где-то так было. И пойдем посмотрим, как получается. Ксения меня намазывает вперед, а я потом шаблончиками уже стягиваю. Вот так. Вот так получается. Вот так вот. То есть здесь прошли. И вот так. Все получается гладко. Заполнение, я думаю, понятное.
Вот, по темным пятнам видно, где с чего заполнилось. Вот так вблизи это выглядит. Вот такой набор видно вот здесь. Пупырки такие, то есть это набрали столько. То есть только подровняли. Там, значит, была яма, где пупырышки такие на шпаклевке. Ну вот. А Саша нам углы сделала. Сразу прошлась и сделала уголки. И вот тот уголок. Не быстро. Да. Я думал, она еще пойдет розетку будет делать, но у нее не очень-то быстро получается. И не должно быстро, поскольку это все сложно. Углов много, они сложные. Это сложный карниз, третий по сложности, наверное, в этой квартире. Да. Его самая такая важная, одна из сложностей была вот эта полка. Вот эта вот. Вот она тут есть, и вот там шпателем что-то делать. Сейчас-то проще шаблончиками, но было сложно нам. Может, покажу, однорукий бандит. Короче, вот что, у меня два шаблона, я уже где-то это показывал. Тут они переходят друг в друга. Переходят они вот таким образом. Вот так. Вот так они. Вот. Вот так. Сделано это, чтобы перекрыть, чтобы одним снял, а вторым перекрыл, как бы убрал в лишку из двух частей. Ну и как бы делается вот так, что, взял и погнал. Как-то вот так я попробую от себя. Ну-ка. И там, где не хватает, а вот здесь можно чуть мазнуть. Вот тут не хватает. Чуть-чуть. И вот так. Но я делаю это двумя руками, более устойчиво. Ну, вот так получается. Было вот так. Стало вот так. Но я бы еще доделал. Мне надо вторая рука уже, чтобы там маленькое вот что-то. Такие какие-то недоборчики, где чуть не промазалось. И вот так. За несколько проходов. Вот так вот. Вот так получается хорошо. Потом подшкурится и будет хорошо, относительно ровно, гладко и сладко. Вот так. А было это вот как-то вот так. С такими вот следами штукатурки. Ну, в принципе, под побелку это уже было бы вот хорошо. То есть даже штукатурка сделана. Если бы знать, что под побелку, можно было бы делать очень аккуратно штукатуркой. И это было бы достаточно под того, чтобы побелить густым каким-то меловым составом, например. Но мы делаем подкраску, нам надо, чтобы были все ребра, плоскости, чтобы все работало и играло. Игрушечки свои играла, понятно? Угу. Ну ладно, она уже намазала, надо мне дальше все делать. Угу. А вот. Сделали здесь, прошлись по тягам, углы сделали, все классно. Видно, да, какие вот по темным пятнам, видно, какие доборчики, что мы добирали. И как оно, в принципе, стало уже плавно, стало лучше, чем было. Ну, оно высохнет и будет все так же, как здесь. Ну-ка, сейчас здесь будет мигать, наверное, да. Ну, будет все так же, как и здесь, собственно. Вот так. Намного лучше. Сеня тут залипает. Тут есть где позалипать. Да. Да, она вот тут кусок прошла. Ну, Саша тут не можете помочь. Саша делать нам углы дальше. И мы пойдем сейчас сюда, в этот коридорчик. Надеюсь, сегодня мы его доделаем. Уже вот Ксения мажет. И побегу делать. Вот. Я вижу, ты не досняла. Вот Саша пока не досняла. Вот. Прибежала помогать тут. А я тут пересняла. А, дырка? Да. Что-то вывалилось. Да. Мы его вернем, потому что вывалилось. Вот такая розетка. Вот Саша тут. И Ксения. Они же половину, наверное. Вау, скорее наоборот, Ксения и Саша полчаса назад. Ну да, но ты делала полезное. Наконец-то. Она уголочки там делала. И сейчас заделывают все такое. Трещина я уже не вижу. Уже тут заделано, вот вижу. А, вон там еще трещины, вон есть над головой. Вот тут трещины. Ну, да есть много всякого. И потом же надо будет еще пришпаклеваться, потому что тут дичь. Вот это вот. Там, нам так не надо. Нам надо чуть-чуть как бы зайти туда, на розетку, потому что, ну, розетка у нас, она сразу была утоплена чуть-чуть. Вот. А тут червячка оставила. Так, а у нас тут, Ксения, дела не очень-то хорошо. Ну, они хорошо, не лучше, чем были, конечно, но все равно. Вот такие доборы жирные. И, скорее всего, нам придется подождать высыхания и еще раз не шаблоном уже, а поливкосить. Вот. Вот такое получается целлюлит где-то, где-то подравнивание, где-то что где-то. Даже не знаю, что. Всякое тут где-то. Пупырки, пузырьки.
понятное дело. Вот целлюлитик, пузырьки. То есть, потому что было это вот так. Вот так это было на самом деле. И вот так было. Ужасно было. Ну-ка я от света отвернусь. Ну-ка, присядь сюда. Во. Вот так вот. Все, штукатурка не добрали, где-то тупанули. И вот. А до самой вот на голой штукатурке она все равно пупырит. Ну, какими пупырочками идет. И это, ну, как бы недостаточно будет. Вот здесь вот так. С этой стороны. А ну-ка тень сделаем. Угу. И вот здесь. Это то, что получилось после штукатурки. То есть здесь нет кромки, как бы нет ребра. О, ты не закрыл, вообще все темно. Вот здесь такое вот, да, хорошо видно. То есть и поэтому оно вот получается, все, можно открывать теперь. Во. Получается оно вот как-то вот так. То есть где-то что-то требует какого-то чуть-чуть вмешательства, особенно вот здесь видно такое, мелюзга. И мы пройдем, наверное, завтра это высохнет. И еще кистью сверху просто проливкасим это все дело. И потом будем вырезать наждачкой, ваять из того, что у нас получится. Но мы не будем все полностью, а слегонца, только там, где надо что-то сделать, вот такое какое-то. А в целом это намного лучше, чем было. Это самое разбитое место было, этот коридор. Он был сопревший такой вообще. Отваливался кусками, тяжело чистился. Тут все в рытвинах огромных было. Но сетка сделала свое дело. Потом 2 слоя еще шпаклевки. Вчера было, да. И сегодня уже тяги. Ну, в целом получится, как и везде, надеюсь. Все, мы тут закончили этот коридорчик. И маленький коридорчик тоже сделали. Ну, там же у нас гипсовые, мы делали вот по этой части только. Вот, все сделали. Отлично, замечательно. Но кроме одно но. Надо будет после высыхания здесь, в этом коридоре, еще пройтись по тягам, проливкасить кистью просто. Может быть, даже завтра. Потому что, ну, не так классно получилось, как здесь. Там очень сильно разруха была. И здесь Саша и Ксения фактически сделали розетку. Она теперь нормальная. Потом, как сделают, поднимемся повыше и посмотрим. Я думаю, это завтра будет. Надо будет им доделать и, наверное, обшпаклевать по кругу, подойти. И будет хорошо все. Ну вот. И на сегодня у нас закончен уже рабочий день. Хорошо. Получается пока что-то делать. Вот. 28 июля у нас. И мы тут засели в этой комнатке. Саша подмазывает. Ой, какая у нее... Ну-ка, пойдем. А, все равно будет видно. Вот какая гирлянда намазанная у нее тут везде. Саша подмазывает розеточку. Ксения тоже с ней тусовалась. Да? Да. Но мы, я ее мы ее согнали отсюда, с ее точки, короче. Что сделали вчера? Что? Торговой точки. Вчера чего мы сделали? Мы вчера отошли вот этот вот примыкание, где потолок, отошли, подмазали они там, чтобы оно высохло, чтобы можно было сегодня пришпаклеваться к розетке. И вот Саша будет заканчивать, пока такой план, а мы все вместе накинулись на окна, поскольку у нас есть договоренность с людьми, которые работают на окнах, что мы за сегодня покрасим. У нас, напоминаю, здесь примыкание, и эти примыкания, они обработаны фиброэластиком, вот видно, он такой вот. Мы его мазали на сдир, он такой чуть цвет дает, может чуть-чуть текстурку какую-то, но здесь это не очень-то важно нам. И сейчас замазываем примыкание Симлайтом. У нас еще там большая банка есть, где-то в прошлом ролике я вкину ссылку, там я рассказывал про эти материалы. В общем, вот чего. И сейчас цель заделать Симлайтом, это же ремонтная шпаклевочка, такая прикольная, заделать ею всякие коцки, они нам покоцали, эти товарищи. Я думал, что они нормально будут как бы учтиво относиться, но нет, не относились они учтиво и покоцали нам это самое, готовую нашу поверхность. Но опять же, вот Ксения прошла недавно и Симлайтом вот заделала, вот это заделанное уже. То есть после нанесения часа 2, здесь жарко, и можно будет сразу красить. И может быть подождать и до вечера, там краска у нас 4 часа между слоями. Тут довольно-таки тепло, и можно будет вечером еще разок перекрасить все это дело. Давайте посмотрим, что мажется. А, такая странная. О, мажьте, я покажу, что вы там делаете. А вот. Вот так. Не очень-то быстро, да? Угу. Не очень-то быстро, но мажется. Ну, вот как-то так. Ну да, странненькая такая. Да, но это вот, смотри, воду добавила, она вот... Ну да, можно, если, да, конечно. Если технологично, эту шпаклевочку можно чуть-чуть взбадривать водичкой. То есть, если она чуть присохла и кажется, что как бы неудобно работать, Simlight на баночке написано. Можно чуть-чуть водички добавить для
как Ну, бы да. улучшение пластичных свойств. Эластичная, да, стала. Да, она и сама по себе эластичная после высыхания. А я клею скотч, матерюсь, но клею, потому что клеить надо вот так, вот сюда. Как-то я там с той стороны наклеил, и здесь тоже наклею скотчик. И нам надо сегодня 2 этих окна сделать, чтобы это уже было готово. Ну, я имею в виду только эти пространства. И они уже дальше тоже будут красить, эти ребята. Ну и ладно, такой какой-то план пока. Вот. Вот, можно между ними залезть туда и загадывать желание между Ксениями. Но они горбами трутся. Вы же так хотели. Тереться горбами. Весело. На самом деле хорошая картинка. Пока все тут развлекаются с окнами. Да, кстати, хороший инструмент это палец. Пальцем мажешь, да? Пальцем. Пальцем можно. Вот так вот. Вот так вот. Раз пальцем. Пальцем удобно. Палец самый удобный для нанесения, поскольку шпаклевка это неудобно в работе. Она такая чуть как бы, она не как акриловая. Не знаю, как объяснить это, показать тому, кто ее не видел. Тому, кто ее видел, тот понимает. Да, как парафин, вот такая она, вот такая. Но она уже у меня тут какое-то время полежала, но она не очень-то такая прям. Но она размазывается, но она суховатая какая-то такая. Ну да, падает со шпателя, говорят. Ну да, чуть-чуть можно взбадривать водичкой, но если ее водичкой взбадривать, то она тогда будет больше усадку давать, что логично. Вот так оно заделанное выглядит, вот. Ну, как бы, ну и норм, и прекрасно. Вот здесь снизу сделано. Угу. Вот так, а я пойду кое-куда, пойду от вас вообще, то. А я пойду вот в эту комнату. Вот эту комнату я и пойду. Вот что, буду я заниматься тут падугой. Есть такое желание у меня, сегодня четверг. Есть у меня желание сегодня приготовить все это место, вот это вот, и запенить, сделать такую подушку, чтобы не наваливать туда штукатурки очень много в падугу. И, наверное, что-то маяки как-то расставить надо. Ну, в общем, надо здесь заниматься, снять вот это правило, которое поддерживает, ну, помогало нам с тягами поработать. И еще есть желание, большое желание поработать с этим потолком. Мы там штукатурить, когда штукатурили, не дошли тут до лепнины. Надо бы приготовить вот это вот все места, где были маяки, надо их прогрунтовать, обеспылить, прогрунтовать, только эти места точечно, и вот здесь еще саму штукатурку везде, где мы половину тогда не успели, надо прогрунтовать, чтобы можно было завтра тоже оперативно закинуть и маячки прикрыть. Вот. Но у нас тут масса вещей. Надо какую-то комнату освободить, еще перетащить вещи. Вот такое. Но это всегда вот эти перетаскивания по 100 раз, это, конечно, гемор. Ладно, да. Первое, у нас тут много получается. Вот это первостепенная задача, приоритетная. Тут около 8 метров, даже, наверное, метров 9 падуги. Вот надо приготовить все это дело, потому что с этой стороны еще надо угол подвести будет. В общем, вот. И говорит, поздно ты пришел. А я заметил снизу, я не смотрю, они делают и делают, что я за ними смотреть буду. А я заметил, говорю, ты видишь? Она говорит, вижу, я уже тут сделала. Вот такое место. Это к слову про восстановление, не восстановление, реставрация, не реставрация. Вот это не совпадение. Оно что? Я мысль закончу. Пожалуйста. Короче, имеет место с той стороны все ровно. Имеет место ошибка формы. Именно самой формы. То есть радиус вот этой половины меньше, чем радиус вот этой половины. Все просто. Это как бы ее половина. Видно вот здесь, и там я в той пропускал провод. Вот она, видно, отмазана, светленькая. И вот такие места я считаю правильным исправлять. То есть это видимая ошибка формы. Вот, Ксения уже говорит, я уже подрезала и так далее. И еще надо выровнять, сделать ее более плавную и правильную. Потому что, ну, они не запарились, шлепнули тогда и все. Забелили 200 слоев мела там пушистого и норм. А нам не норм. Вот такое место чуть-чуть надо подправлять еще. Вот так. Ну и почти отмазали уже. Или не отмазали? Отмазали. Ну вот видно воздействие, какое здесь производилось. То есть все беленькие штучки, это все трещины. Хотя центральная часть у розетки... А вон видно трещину Саша замазал там. Центральная часть более-менее целая. Понятное дело почему. Вот этот вообще ни одной трещины. Ну потому что она толстая. Не смогла потрещать. А вот здесь все протрещало. Вот вчера отмазывали, чтобы сегодня сюда пришпаклеваться. Вот так это выглядит вблизи. Вот так вот. А и желтизна, конечно, поперла. Понятное дело, вода. Угу. Нас морят голодом. Их морят голодом. Я их морю голодом. Говорю, будьте стройные, будьте красивые. А они говорят, жрать давай. Хочу есть.
Короче, обед у нас же скоро, и мы тут замазали все, что нам надо было замазать. И ну, уже полчаса, наверное, прошло. И после обеда еще подождем, можно будет покрасить, и к вечеру еще разок. Розетку почти подмазали. Вот что. Они кричат: помогите, нас не выпускают из комнаты. А я тут Ксении дал игрушку веселую. Весело тебе? Весело. Весело пенить. Пенить весело. Запенивает то, что обещано было. Вот, снял эту провилку, поддержку, все хорошо, тяги стоят, все классно. Супер-пупер, супер-пупер. И вот потихоньку, да, запениваем. Угу. А вот, и начали красить. Красим, у нас много закуплено краски Phoenix Matte, которой мы работали, красим ею первый слой. Получается? Получается. Получается. И замечательно, и хорошо. И там где-то я вижу, прям есть какие-то микровыбоины, можно будет дать ей подсохнуть и чуть-чуть мазнуть симлайтом. Ну, не знаю, через часик, наверное, через 2. Тут тепло у нас, она быстро подсохнет. А я тут это самое, гну, руками гну эти самые, на падугу вот этих чуваков. Я выбрал, сделал себе значок, что это у меня низ. И вот как бы подгоняю, вот так вот, стараюсь, чтобы совпали. Ну вот этот почти совпал, надо так сделать. И уже несколько штук согнул. Так, чего, я это самое, приготовил пачку одинаковых вот этих маячков. Сейчас попробую их установить в сухую. Проверить надо будет правилом после этого, как проходит правило, не проходит. И вот такая вот задача сейчас. Поставить их туда, но они такие, одинаковые маячки. Но там не одинаково. Где-то что-то надо будет чуть-чуть подгибать по реалиям. Потому что вот эта стенка, здесь же когда-то была старая стена. Здесь был вот этот огрызок какой-то новой кирпичной стены. И они от реальной, как бы, от реальной старой стены, которая когда-то раньше была вот такая деревянная, они отличаются. Они тут по-своему. И кто помнит, в самом начале, когда мы чистили вот здесь, вот эти вот места, вот в этой комнате, здесь была прямая примазка. Тут давным-давно отвалился этот низ карниза. И здесь было просто прямо вот примазано в потолок. Вон даже кусочек остался где-то. Вот. Поэтому тут разница в пару сантиметров. По-моему, там уже, вот здесь шире. Но я промерял, тут есть разница. То есть старый карниз и вот эта плоскость. Это два таких не параллельных товарища, скажем так. Поэтому надо будет чуть-чуть работать падугой, чтобы свести иначе. Я уже об этом говорил, что можно было вытянуть падугу, да, одинаковую, трубу такую. Мы уже так делали, где-то на других объектах. И потом ее разрезать вдоль. То есть закрепить низ, как бы одну половинку, и закрепить вверх вторую, и потом это отмазывать. Нет, вот это дичь. Это очень тяжело, это очень трудно. Потом свести, сделать как бы одну плоскость, поскольку они друг в друга. А я могу нарисовать. Когда мы вот падугу разрежем, например, вот так, у нас может получиться вот так. Как-то вот так, например. Либо наоборот, вот так и вот так. И это надо будет все сглаживать либо вот так, а если вот так получилось, надо будет срезать и сглаживать. То есть именно это происходит из-за того, что расстояния разные и высоты карниза, относительно низа карниза, относительно существующего потолка, который у нас такой, тоже разный. И чтобы такого не происходило, нам не самым простым, но все-таки самым простым из всего сложного выглядит вот именно такая работа. Сделать падугу по существующей реальности. Существующий низ, существующий верх, и падуга будет чуть-чуть где-то видоизменяться. Я там проверял, падуга везде разная, потому что разные расстояния, вот эти, как бы, низ, верх, вот в этой плоскости. Здесь тоже все вот такое плавающее было, здесь угол видно заломлен вниз, в общем, вот так, как-то так это работает. Аша тут ходит по кругу, розеточку обшпаклевывает. По какому ты кругу идешь? Да, уже поздно, нам уже пойти, но все вместе, всего много. Короче, чего? Окна мы 2 раза здесь поработали, здесь покрасили все. Саша розетку, все тут дружно ее мазали, розетка отмазана, теперь вот пришпаклевывается к этому самому, к потолку. Все покрашено, все вроде даже хорошо. Вроде бы.
Ну, лучше, чем было многократно. Правда, я взял плохой скотч, вот этот дешманский, тонкий. И он это самое, и он чуть-чуть там изгибается, он не держит геометрию абсолютно. Ну, можно было лучше, но ладно, завтра высохнет краска, можно будет чуть-чуть, может, где-то вот такое что-то подрезать, мелюзгу какую-то. Так, в целом, хорошо, на 2 раза покрашено. Ну, в принципе, норм. Каких-то больших, явных косяков я не вижу. И еще кое-что мы сделали, кроме всего такого. Ух, желтое пошло рядом, где подмазка была. Чего говоришь? Никто не ожидал такого поворота. Все домой просятся, уже, наверное, под 9. Пора нам идти. В общем, вот что. Маяки готовы, маяки стоят, и вот сейчас вот подмазывают синие маячки. Мы прогрунтовали. Не везде под маяки, не везде грунтовали, потому что где-то начали уже маяки ставить. Ну, их мало, тут 7 штук. Я не думаю, что это супер технологичная ошибка. И завтра, я надеюсь, мы будем здесь штукатурить, и я буду срезать чуть-чуть. То есть, когда подстынет, я срежу чуть-чуть вот этого мокрого, как бы уберу, там, где, на чем маяк, собственно. Так как их мало, их надо жирно примазывать туда, а их довольно-таки мало, потому что ставятся они очень и очень плохо. Здесь я подрубил дранку, почти до дранки подрубил, мы приштукатурили раньше. И, ну, короче, он не вставал, сам маяк туда не вставал. Там они прям, не знаю, сейчас вылезем, посмотрим, как там они идут. Ну, вот так вот они идут. То есть везде, вот здесь я углублялся прям до дранки, где-то выломал, по-моему, даже одну дранину, она мне страшно мешала. Ну и сделано так, то есть здесь сетка пропущена, чтобы потом переклеснуться с сеткой, которая пойдет здесь. Вот здесь попросил, что типа делайте, только не уделывайте крепление, поскольку здесь крепеж. То есть он механически закреплен, сейчас они подмазали. И потом завтра штукатурка эта все-таки высохнет, до завтра как-то, ну не высохнет, а встанет хорошенько. И завтра можно будет механический крепеж удалить и уже работать правилами. Я везде вроде проверил, везде правило проходит. Но тут дичь, конечно, сверху очень тяжело нам будет. Ну, посмотрим. Ну и плюс у нас же все подломлено, вот так вот, заломлен. Вот этот карниз, вот так он заламывается прямо вниз. Это с целью того, чтобы как бы визуально сопровождать вот перелом потолка. Потолок тоже переламывается. Я думаю, это видно и заметно. Вот так. Еще момент вот здесь над окном. Тут старая штукатурка, вот этот кусок штукатурки, он выпирает сюда. Мы его убирать не стали. И как бы он чуть-чуть как бы волнушка. И здесь мы сделаем просто вручную. Возьмем подлиннее правило, как-то туда-сюда, но без маяка. Там, в принципе, верха есть кусок хороший. Вот, если посмотреть. Там есть хороший кусок верха остался. И вот мы как-то вот так вот сведем, я думаю, что просто без маячков, вот таких безметаллических. Вот так я их, ни один из них я не подогнул. Причем у меня вот здесь она уменьшается. Уменьшается за счет того, что стена, видимо, вот как бы срабатывает вот так вот как-то. Ну да, она становится ближе. И здесь падуга, сама линия падуги, короче, сантиметра на 4, наверное, по-моему, самая короткая здесь 5. Я срезал сантиметров где-то. Или 4,5. Вот. Она как бы такой конус сужающийся. Или что это такое? Часть конуса получается. Ну вот. Вот так и нормально. И хорошо. Надеюсь, все у нас получится завтра с ней. Еще момент. Не успели мы вещички перетащить, но Ксения тут пробралась с этими. Со стремяночкой и загрунтовала вот прямо в те места, где мы будем приштукатуриваться. Сюда клепни нигде не успели сделать. То есть здесь тоже подготовили, чтобы завтра можно было и здесь обработать. И места, где маяки вырывали, тоже обработаны. Все, грундьерфарб ВП, белый этот грунт, то есть адгезив. И вот можно будет, надеюсь, тоже закончить вот этот объем, чтобы это все сохло полностью уже. 9 у нас сегодня июля, вы резко начали все раскидывать. Привет. Кое-кто не здоровается в наушниках. Привет. Короче, бежит впереди, выкручивает эти саморезы. Мы же там фиксировали саморезами, подкладки вытаскивает Ксения. Вот такие вот. Все у нас подстыло, там нормально. И накидываем все подряд. Здесь вот этот участок будем вручную сводить. Сашу позовем, она там что-то, по-моему, дошпаклевывает розетку. И
план таков, что хотелось бы сегодня еще и здесь поработать. Здесь грунт был, везде прогрунтовано, где будем еще докидывать штукатурку. Унесли вещи отсюда, брали все, поразбирали, чтобы можно было работать. В этой комнате тоже плюс. Так, Саша придумала укрыть пленкой, чтобы наши эти тяги не уделывать. Ну, понятно, летит во все стороны эта штукатурка. Вот эту сетку с крупной ячейкой проклеили туда. Мы же оставляли под маяками, продели под маяками, как бы с ушами была. И внахлёст сделали вот так. И сейчас пойдем в обратном порядке, уже будем примазывать маяки хорошенько, ну и подкидывать, сколько оно накинется. Пока дойдем туда, потом можно будет вернуться назад, еще раз пройти. Ну, в общем, работа идет помаленьку. Вы что, в кино собрались? Да, я хочу в кино. Кино хотя. А вот промежуточно как выглядит у нас, что там не добрали, там большая была яма, а тут уже вот с этой стороны уже почти. Вот еще чуть-чуть осталось накинуть, и можно будет идти по кругу, как раз после обеда. Плюх-плюх-плюх, и пойдем по кругу. Да, плюх-плюх-плюх. Проходим провильцем, мы прошли до конца. Все сделали, но это так на первый раз прокинули, пообедали и вернулись, штукатурочка привстала, и сейчас мы будем чего делать? Мы будем... Да, идем, сейчас накидываем, сняли провилом, подровняли, и там, где нам не нужен, маяк убираем. А вот ты, может, рано его убираешь, тут еще надо будет вот это, или там уже можно шпателем, а может и нет. Ну, в общем, надо все одновременно сделать. Убрать маяки и еще раз пройтись. Вот ну, кое-где не хватило набора нам. Вот здесь много было, здесь вот провод стоит от той стенки, поэтому вот здесь не набрали, а вот здесь забрали за раз. Ну, бывает. А что они такие? Ну, не бойся. Поднялись наверх, а у нас с той стороны уже почти готово. На самом-то деле. Вот как получается. Вот так. Все, собственно, как и хотелось. И вот этот вот переломанный потолок весь. Там он ровный, а тут вот такой. Эта камера стоит горизонтально, между прочим. Тут очень сильно все сломано. Хотел показать. Подержите камеру? Насчет маяков. Конечно, хорошо было бы, идеально высушить ту штукатурку под маяком. Но у нас нет времени на это. И так уже, ребята, это уже перебор. Маяк сразу помог ему оттуда. Эй, а ну-ка, пожалуйста. Так, вырвал. Вот. Маячок. Так я поступал там. И вот это, то, что осталось вот здесь, вот этой штукатурки, мне она здесь не нужна. Я ее соскребаю оттуда. Сколько-то. Все я не выскребу, а сколько-то соскребу. Так. Выломал там чуть-чуть я. Вот так, вот так, вот так. Ну и уже новое перекроет это все дело. Даже если что-то где-то там какое-то ну, типа отторжения. Какое там отторжение может быть там. Серьезного, я думаю, здесь не будет. У нас там сетка типа какая-то. Ну вот. Все, и это можно заделать. Вот так. Вот. Промазал, убрал все. Вот так. То есть там 3, 4, 5 миллиметров новой штукатурки сверху. Вот и нет никакого маяка. Так вот, собственно. Получилось, что там было 3 у нас с той стороны маяка. Да, 3, раз, два, 3. И здесь раз, два, 3, 4. А там вручную сводили в той стороне. Ну и так. И мы не добиваемся какой-то супер здесь гладкой какой-то поверхности, поскольку мы будем подшкуривать. И мы работаем волной слой, которая шкурится. И вот здесь уже как бы вот так хорошенько. Это подшкурится, сюда будет клеиться сетка, вот, чтобы перехлестнуть все это дело, вот эту тягу нашу. Отсюда и туда наверх, вот сюда. И будет как-то более прилично. Оно хорошо. Вроде бы. Только не в углу. Там Саша еще что-то делает. Переделывает. Не дошли мы сюда, ребята, до этого места, потому что уже вечер, уже 7 часов. Они там собрались, девицы, пойти шопиться, куда-то тусоваться. А палубу мы сделали. Сделали так, как хотелось ее сделать. С утра я был прям такой говорил, что вот сделаем, и я прям буду доволен. С одной стороны, я доволен тем, как это получилось, поскольку у нас здесь все вот так, все криво вот так, и получилось нормально, получился нормальный загиб везде. Получилось, как будто бы так оно и было. Оно так и будет, когда высохнет,
Потом, когда пошпаклюется, туда-сюда, заделаются стыки еще в этой нижней тяге, и все, и это будет выглядеть, как будто ничего мы здесь и не делали. Собственно, к чему мы все и идем. Вот так. Да, мало радости. Что-то устали, работы много, и хотелось побыстрее. И вот, ну как я рассчитаю эту падугу? Если бы я делал такие падуги каждый день, или хотя бы раз в неделю, если бы я делал, я бы знал бы, что такая вот штука, а тут меньше 10 метров вагонных, что она заберет у нас у четверых один рабочий день. То есть мы вчетвером делали ее день. И вот это к вопросу о сроках. Естественно, у нас все сроки давным-давно уже позади. И здесь, и на другой квартире, где мы делаем. И это так... и вот с заказчиками, как говорить, да, скажешь ему реалистичный срок. Слушайте, я сделаю это за год, например. Тебе скажут, ты что, поехавший? Какой год вообще? Какой год? О чем ты говоришь? И поэтому называешь какие-то реалистичные сроки, как обычно ошибаешься. И как обычно ошибаешься во времени. К слову о времени. Я веду статистику, и мы перешли рубеж на этой квартире. Рубеж в 3200 часов. 3200 часов рабочих. Это, если месяц 150 часов, рабочий стандартный месяц, это 21 месяц, чуть даже больше. Это почти 2 года на одного. Уже сюда вложено сил. Так что медленно оно медленно, оно трудоемко, оно медленно, поскольку мы стараемся сделать хорошо. Как оно там получается, это уже такое, но происходит это ценой времени. Ладно, я завершу на этом этот ролик. Там потолочек тот, где надо доделать штукатурку, уже в следующем будет, поскольку вот сейчас выходные, сегодня пятница, будут выходные, и у меня пока что есть настроение сделать ролики, потому что оно бывает не всегда, а вот сейчас отторжения какого-то нет, и я займусь видеомонтажом. Так что вот так идут наши дела. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока.